И снова здравствуй, мой дорогой зритель! Сегодня, очевидно, вышло обновление для нашей любимой CSGO, который весит ни много ни мало 39 мегабайт. Помимо него, в данном ролике предлагаю еще и обсудить новые правила в Steam. Так что приготовили свои ушки, смотрим спонсора и погнали! Добро пожаловать на CaseDrop.net, где ты можешь поднять неплохие скины. И помимо банальных открытий кейсов, на сайте очень много приколюх. Не понравился скин, проапгрейдил его. Или же имеешь кучу ширпа, то можно обменять его на контракте. А самое главное, что сейчас проходит CS2 ивент, где ты, взаимодействуя с сайтом, получаешь опыт и прокачиваешь уровень. И при каждом уровне получаешь награду. Ну а при пополнении баланса можно получить плюс 15%, используя мой промокод. Так что не теряй времени и заходи на CaseDrop. Итак, завершился первый этап крупного турнира, который сейчас проходит в Париже. Соответственно, в связи с этим мы и получили новенькое обновление для игры, так как между этапами идет перерыв в один день, за который вам нужно успеть сделать свои прогнозы по легендам, дабы обновить свою медальку. Но на самом деле само же обновление готовилось еще 3 дня назад, чему свидетельствует шевеление разработчиков в закрытой DPR-ветке. Видимо, им было проще выпустить его конкретно сейчас в перерыве между этапами, потому что замена некоторых тегов в меню панораме требует прямого вмешательства разработчиков. Также они удалили некоторые версии CSGO в Steam и зафиксировали текущую как стабильную. Скорее всего, на ней и будут играть киберкотлеты на следующем этапе мажора. И помимо открытия самих прогнозов, разработчики в данном обновлении пофиксили все граффити текущего мажора. И если вы особо не видите разницу, оно и не удивительно, так как дело вовсе не в логотипе команд, а в этом маленьком отрезке, на котором написано Париж 2023. Его сделали более четким. Ну и как же нам без локализации? Добавили перевод на некоторые языки всех предметов мажора. И на этом обновление в принципе и заканчивается, поэтому давайте смело обсудим новые правила Steam, которые подъехали к нам совсем недавно. К сожалению, я не стал сразу комментировать их, как это сделали многие каналы и группы. Но меня больше смутило то, что появилось очень много шума по поводу пункта про взаимодействие с азартными играми. Мол, из-за того, что вы там крутите какие-либо кейсики, вам в будущем прилетит по жопе. Но нет. На самом деле, если вы внимательно почитаете правила, то они касаются поведения и вашего личного контента непосредственно на самой площадке Steam. А именно то, что вы пишете в постиках у себя на странице или в какой-нибудь группе Steam и тому подобное. А значит, упоминать, агитировать и постить ссылочки на азартные сайты запрещено на площадке Steam, включая упоминание какого-либо азартного сайта у себя в никнейме и в описании профиля. Короче, все, что вы делаете вне площадки Steam, глубоко насрать Steam. Правила создавались конкретно, дабы отсеять мошенников и любые упоминания азартных игр на самой площадке Steam. И на такой интересной и твердой ноте у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!